Лето того года выдалось беспощадным. Земля на ферме Алекса растрескалась, превратившись в сеть глубоких морщин, а пыль, казалось, висела в воздухе неподвижной взвесью. Алекс, крепкий мужчина с мозолистыми руками и лицом, рано изрезанным морщинами от постоянного прищура на солнце, заканчивал свой вечерний обход. Это был час, когда жара наконец начинала отступать, уступая место тяжелым сиреневым сумеркам. Он остановился у старого конного сарая. Доски строения давно посерели от времени и дождей, но все еще крепко держали крышу. Алекс подошел к оцинкованной поилке, старой, покрытой вмятинами и пятнами ржавчины. Струя воды из шланга мерно наполняла емкость, и этот звук был единственным, что нарушало тишину умирающего дня. В голове Алекса крутились мысли о налогах, о ремонте трактора и о том, что Лее, его 6-летней дочери, скоро нужно будет покупать новую школьную форму. Он был погружен в эти обыденные заботы, когда мир вокруг него внезапно взорвался. 0 минут 6 секунд. Время, за которое жизнь может измениться навсегда. Внезапно за спиной раздался резкий тяжелый грохот. Это был звук не просто бега, а яростного спринта. Тяжелые копыта вбивались в утрамбованную землю с такой силой, что Алекс почувствовал вибрацию подошвами сапог. Звук был настолько близким и неожиданным, что инстинкт самосохранения не успел сработать. Он не успел даже повернуть голову. Мощный удар в спину, словно в него на полном ходу врезался внедорожник, выбил из легких весь воздух. Мир перед глазами помутился. Сила толчка швырнула его вперед к деревянной стене сарая. Алекс почувствовал, как его тело буквально впечатывается в шершавые, пахнущие старой смолой доски. В следующее мгновение он оказался в ловушке. Между потемневшим деревом и огромным, пышущим жаром телом коня не осталось пространства. Массивная голова жеребца с силой вдавливала его грудную клетку в древесину, лишая возможности сделать даже короткий вдох. Передние копыта с глухим сухим треском вонзились в сухую землю прямо перед его лицом, подняв облако едкой пыли. Сердце Алекса колотилось в горле. В ушах звенел пронзительный гул. В ноздри ударил резкий концентрированный запах. Едкий пот животного, пыль, перепревшее сено и что-то еще. Запах первобытного напряжения. Влажное, горячее дыхание коня обжигало лицо Алекса, оставляя на коже липкие следы пара. Это был гром. Его гром. Гнедой жеребец с идеально ровной белой звездой на лбу, которого Алекс принял на руки в ту холодную дождливую ночь 9 лет назад, когда кобыла-мать не пережила родов. Алекс сам выкармливал его из бутылочки, спал в конюшне на соломе, когда жеребенок болел, и верил, что между ними существует связь более крепкая, чем просто хозяин и животное. Но сейчас перед ним был не друг. Перед ним был зверь весом в полтонны, чьи мышцы под кожей перекатывались, словно живая ртуть. Алекс видел, как бешено раздуваются ноздри грома, видел красные прожилки в его темных глазах. Он был уверен, сейчас последует следующий удар. Конь просто раздавит его, превратит в месиво из костей и плоти. Секунды тянулись мучительно долго. Алекс чувствовал, как занозы от старых досок впиваются в его кожу сквозь рубашку. Ноги подкашивались, в глазах начали плавать черные пятна от нехватки кислорода. И вдруг, так же внезапно, как и напал, гром резко отступил. Он мотнул головой, издал странный глухой звук, похожий на стон, и отошел назад на 3 метра. Алекс, лишившись опоры, медленно сполз по стене на землю. Он жадно глотал воздух, хрипя и кашляя. Руки и плечи горели, левый локоть нещадно гудел, а на разорванной ткани рубашки проступили темные пятна крови. Но шок был сильнее боли.
Он осторожно поднял глаза, ожидая увидеть в громе безумие или ярость, которую часто описывали старые фермеры, говоря о взбесившихся лошадях. Но в глазах коня было нечто иное – тревога. Почти человеческое, отчаянное беспокойство. Гром стоял, широко расставив ноги, его бока ходили ходуном, а пена хлопьями падала с удил. Он смотрел не на Алекса, а куда-то вниз, в то место, где мужчина стоял секунду назад. Страх – плохой советчик, но в тот вечер он стал единственным спутником Алекса. Медленно, не сводя глаз жеребца, он поднялся на ноги. Пятясь, словно перед хищником в джунглях, Алекс добрался до крыльца дома. Лишь оказавшись за захлопнутой дверью, он позволил себе осесть на пол в прихожей. Его трясло, но не из-за собственного ушибленного локтя. В памяти всплыл образ Леи. Его маленькая девочка, его единственное сокровище. Каждый день после школы она бросала рюкзак и бежала к сараю. Она заплетала Грому гриву, кормила его яблоками из подола платья и шептала ему свои детские секреты. Она называла его своим рыцарем и была убеждена, что Гром – самый добрый конь в мире. «Если он так поступил со мной, — подумал Алекс, и эта мысль была страшнее любого удара копытом, — что он сделает с ней? Одно движение, один случайный толчок, и я потеряю ее». Мужчина поднялся, прошел в кладовую и достал из чехла старое охотничье ружье деда. Оно было тяжелым, пахнущим оружейным маслом и прошлым. Зарядив оба ствола, Алекс вышел во двор. Его лицо превратилось в каменную маску. Гром все еще стоял там. Он не пытался убежать или спрятаться. Когда Алекс приблизился и вскинул ружье, прижимая холодный приклад к плечу, конь просто повернул к нему голову. В его взгляде не было страха перед смертью, только усталость. Гром словно ждал этого. Палец Алекса лег на спусковой крючок. Прицел замер точно на белой звезде. Секунда, две. Тишина стала оглушительной, но рука мужчины предательски задрожала. Перед глазами пронеслись годы, как Гром впервые позволил надеть на себя седло, как он катал Лею на спине, осторожно переставляя ноги, словно ступал по тонкому льду. «Проклятие!» — выдохнул Алекс, опуская ствол. Он не мог нажать на курок, но и оставить все как есть тоже не мог. Безопасность дочери была превыше всего. Значит, оставался только один путь – путь предательства. Владелец местного конезавода, мистер Хартер, был человеком с глазами цвета холодного пепла. Он скупал лошадей по всей округе, кого-то для племенной работы, кого-то для работы на износ, а кого-то для того, о чем фермеры предпочитали не говорить вслух, глядя на фургоны, уезжающие в сторону мясокомбината. Алекс набрал номер, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Харпер, у меня есть гнедой жеребец. Здоров, 9 лет, слишком активный. Заберешь?» Цена, которую назвал Харпер, была унизительно низкой, меньше половины реальной стоимости коня. Но Алексу было все равно. Он хотел, чтобы Гром исчез до того, как Лея вернется со школьных дополнительных занятий. Ровно через час тяжелый грузовик для перевозки скота въехал во двор, поднимая облака пыли. Рабочие с грохотом опустили железный трап. Алекс надел на Грома недоуздок. Конь пошел за ним абсолютно спокойно. Он не сопротивлялся, не упирался. Лишь у самого входа в темное нутро фургона он остановился и коснулся бархатным носом плеча Алекса. Мужчина отвернулся. Он передал поводья рабочему и получил в руки помятый конверт. Когда грузовик уезжал, Алекс чувствовал себя так, будто продал часть собственной души. «Пап, а где Гром?» Звонкий голос Леи разрезал тишину двора спустя полчаса. Алекс стоял у колодца, стараясь не смотреть дочери в глаза. «Я отвел его на дальнее пастбище, милая. Трава там сочнее. Он побудет там некоторое время».
Ночью Алекс не сомкнул глаз. Ему чудился топот копыт и запах пыли. Он прокручивал сцену у сарая снова и снова, пытаясь понять, что пошло не так. Утро началось не с пения птиц, а с пронзительного, леденящего кровь крика Леи. Алекс выскочил из дома босиком, на ходу подхватывая ружье, уверенный, что на ферму забрели волки или бродячие собаки. Дочь стояла у той самой стены сарая, закрыв рот руками. Ее глаза были расширены от ужаса. «Папа, смотри!» Алекс подошел ближе и замер. В траве, прямо там, где он стоял вчера вечером, наливая воду, лежала мертвая гремучая змея. Огромная, толщиной в мужское запястье, она была буквально раздавлена. Ее голова превратилась в кровавое месиво, а вокруг нее, в мягкой от пролитой воды земле, отчетливо отпечатались следы подков. И один след, передний правый, имел тот самый характерный скол, который Гром получил месяц назад, когда споткнулся на каменистом склоне. Мир вокруг Алекса пошатнулся. Перед глазами всплыла картина вчерашнего вечера, но теперь он видел ее иначе. Змея. Она пряталась под старой поилкой или в тени сарая. Она была готова нанести удар, когда Алекс стоял спиной, абсолютно беззащитный. Гром увидел это. У него не было времени ржать или предупреждать. Он сделал единственное, что мог. Бросился на перерез, отшвырнул хозяина своим телом в безопасное место и затоптал смертоносную рептилию. «Он спас мне жизнь», — пульсировало в висках Алекса. «А я продал его убийцам». Алекс сорвался с места. Он не обулся, не взял куртку. Прыгнув в старый внедорожник, он выжал педаль газа так, что шины взвизгнули по гравию. Ему было плевать на правила, на разбитую подвеску, на полицейский патруль, который он проскочил на повороте. «Пожалуйста, только бы не поздно, пожалуйста!» – шептал он, вцепившись в руль. Конезавод Харпера встретил его запахом страха и лязгом металла. Алекс ворвался на территорию, расталкивая рабочих. Он увидел очередь лошадей перед длинным бетонным коридором, который вел в цех. Гром стоял третьим. Он выглядел поникшим, его голова была опущена, словно он знал, что его предали окончательно. «Стой!» – закричал Алекс, преграждая путь Харперу. «Я забираю его! Ошибка вышла!» Харпер медленно сплюнул на землю и скрестил руки на груди. Его лицо не выразило ни капли сочувствия. «Сделка закрыта, фермер. Конь уже по документам идет на переработку. Хочешь вернуть? Это будет стоить мне больших хлопот с бумагами». «Сколько?» Алекс выхватил конверт с деньгами, который еще не успел потратить. Харпер посмотрел на деньги, потом на внедорожник Алекса, стоящий у ворот с работающим двигателем. «В 3 раза больше того, что я тебе дал. Или эти деньги и твоя машина, включая документы на нее». Алекс не думал ни секунды. Он швырнул ключи от машины на пыльный стол и протянул конверт. «Забирай, все забирай!» Путь назад занял 5 часов. У Алекса не было машины, поэтому он вел Грома под узцы пешком. Они шли вдоль шоссе через засушливые поля и городские окраины. Люди оборачивались, глядя на босого мужчину в разорванной рубашке, который вел за собой величественного гнедого коня. Алекс шел рядом с головой жеребца. Он положил ладонь на его теплую шею, чувствуя мерное биение мощного сердца. «Прости меня, друг», — тихо сказал он. «Я оказался глупее, чем ты думал». Гром в ответ лишь громко фыркнул и легонько подтолкнул Алекса мордой в плечо, словно говоря, что все уже забыто. Когда на горизонте показались очертания их фермы, навстречу им выбежала Лея. Она смеялась и плакала одновременно. «Я знала, что он вернется!» Она обняла Грома за морду, и конь замер, боясь пошевелиться, чтобы не задеть ребенка. Лея посмотрела на отца и серьезно сказала: «Пап,
«А где наша машина?» «Машина — это просто железо, малышка», — ответил Алекс, прижимая дочь к себе одной рукой и удерживая поводья другой. «Она не стоит и одного волоска из гривы героя». Вечером, когда солнце снова начало садиться, окрашивая сарай в золото, Алекс стоял у загона. Гром пил чистую воду из той самой поилки. Мужчина смотрел на свои руки, исцарапанные, грязные, но теперь спокойные. Он понял важную вещь. Доверие строится годами, разрушается за секунды. Но если тебе дают шанс его вернуть, за это стоит отдать все, что у тебя есть. Дорогие зрители, эта история напоминает нам, что наши страхи часто скрывают от нас истину. А как бы поступили вы на месте Алекса? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые трогательные истории. До встречи!